Здравствуйте. Я решил вот возобновить какую-то свою деятельность на Ютубе. К сожалению, повод очень печальный, очень печальный. Подвиг меня к этому. Но мне хотелось кое-что высказать, ну и кое-какие моменты рассказать. Вот в этом первом видео, после долгого перерыва. Значит, вчера мы прощались с Владимиром Эдуардовичем Булатом. Честно говоря, то есть, ну, я в определенном, конечно, шоке был и нахожусь сейчас. Неожиданно для меня умер, хотя болел он, но неожиданно, конечно, умер. И как-то я даже вот хотел что-то сказать, честно говоря, на прощании, ну вот только получается, но не смог, я честно скажу, потому что у меня еще тоже и, во-первых, горечь у меня моей утраты, то есть в семье было еще, то есть не прошло года со смерти моей мамы, тоже там достаточно все тяжело было. И сейчас я еще все по порядку расскажу. Тут тоже есть несколько моментов. Но вот все-таки я решил как-то сделать видео, рассказать интересные моменты. Ну, какие-то моменты, я хочу сразу сказать, я упущу, потому что сейчас еще все-таки только похоронили. Может, он бы и был сам, кстати, рад, что я бы рассказал. Ну, наверное, что-то некорректно. То есть я постараюсь упустить. Я хочу один момент сказать, что вот у меня, наверное, самое памятное соревнование все-таки были, когда я ездил с Вадимом Эдуардовичем и когда он там присутствовал на соревнованиях. То есть как-то вот я анализировал, смотрел, то есть постоянно вспоминаю даже некоторые турниры, то есть он там был. И поэтому давайте как-то я вот попытаюсь. Я так спутанно чуть говорил, конечно, ну давайте попытаюсь некоторые моменты вспомнить, ну и рассказать кое-что. Хочу сказать вообще, что прошлой неделе вот как-то я уже чувствовал, что что-то будет. Там действительно очень плохая неделя была. Вроде бы великолепное интервью вышло Михаила Александровича Каца. Виталий Анисько, конечно, великолепно взял интервью. Михаил Александрович великолепно рассказал все, но, конечно, там очень один нехороший для меня момент был, честно говоря. Потому что вот три ученика Михаила Александровича именно, троих учеников уже нету. То есть это люди, с которыми я общался, и то есть они достаточно в таком, ну еще в рассвете сил, то есть, ну Паша вообще очень молодой, то есть Ильин умер. Оля неожиданно вообще Садовская, конечно, там, ну, полный шок был, конечно, тоже. Видели мы на чемпионате мира в Риге. Ее еще вот последний раз мы видели, мы заблудились чуть-чуть на вокзале, там около вокзала, точнее сказать, в Риге заблудились вечером. И вот когда увидели Олю, то есть мы вышли все-таки на вокзал, вот как-то ее голос там был, и они провожали, по-моему, сестру Федорович тогда с Зоей. И вот тоже у меня какой-то шок был, конечно. И, ну, Пароныч Шацев тоже как-то очень неожиданно, то есть все получилось. Ну, как-то вот для меня очень все неприятно было. Я честно скажу, вот вроде бы супер интервью, да, но вот у меня как-то нахлынули воспоминания, и, ну, я уже позже понял, что, ну, оно не зря. У меня как-то сейчас все происходит, ну, как-то какие-то, не знаю, как на какой-то там подключаюсь к чему-то, наверное. Какие-то есть определенное странное видение. После этого вот интервью я был тоже на похоронах очень близкого друга нашей семьи, но он был достаточно в преклонном возрасте. Кстати, очень хороший человек, очень много сделал. Он был хирургом, до 80 лет оперировал. И вот он 88 там, с половиной лет умер.
Но жена очень, кстати, сказала очень интересно. Вот у меня, знаете, что-то меня вот передернуло тогда. Это было в четверг, хоронили его. Получается, я был на прощании, и меня вот передернуло фразу вот разговаривайте. Как-то я точно, может, не приведу, но смысл такой, что разговаривайте вот с людьми, то есть общайтесь, когда они есть. Ну, понятно, тут ситуация, я, честно говоря, тоже, то есть сразу, наверное, подумал, всегда, когда теряешь человека, ну, кажется, что все-таки, ну, где-то не договорил с ним. У меня вот сейчас вот такая же ситуация была в феврале с мамой. Ну, мне вот главное, что мне казалось, то есть, ну, что я вот где-то не договорил, где-то мы не съездили к родственникам. Вот этот вот момент очень какой-то меня гложил очень сильно, я честно скажу. И вот она тоже сказала. И вот потом я понял все-таки, наверное, вот что-то оно есть, что-то мне подсказало другое. Вот. Я очень хотел, я честно скажу, очень хотел уже, наверное, года 3, может, больше даже, очень хотел как-то встретиться с Вадимом Эдуардовичем и поговорить. Но вот все ковид, вот эти вот все заботы, они не давали. То есть не давали как-то невозможности, наверное, я был неправ, может, неправильно скажу, ну, как-то время, или сам думал, что все, ну, будет долго, или как, ну, Вадим Эдуардович, я там, допустим, где-то будем еще жить, и мы еще встретимся, и вот все-таки поговорим. Я тоже хотел зайти там как-то, ну, не знаю, с толпом там поговорить, ну, посидеть, пообщаться. Очень сильно, честно говоря, хотел, причем долгое время. Ну вот как-то все не получалось. Последний раз, кстати, я его когда-то видел, может, года 3,5 назад, может, ну где-то, может, чуть больше. Ну, то есть он мне сказал, говорит, ну вот Сергей, говорит, врач, ну, заболевание тяжелое, ну, говорит, вот врач сказал, что еще лет 5 проживу, ну, спокойно, а там будем видеть. Ну, то есть, может, где-то мне эта фраза запала, то есть, что мы все-таки успеем пообщаться. Ну, вот так получилось. Все-таки мы потеряли Вадима Эдуардовича. Болезнь дала знать свое, и сердце остановилось. Что давайте я хотел бы вот все-таки рассказать определенные вещи. Вчера сестра на прощании, конечно, вот, ну, сказала интересную вещь. Говорит, у него было 2 жизни практически. Это одна жизнь в шашках, а вторая вот уже чем он дальше занимался. То есть это и кроссворды, головоломки различные. То есть издательская вот деятельность. Кстати, очень много книг он написал. По-моему, я боюсь ошибиться, но 12 только шашечных. То есть, ну, а по кроссвордам тоже очень много. И энциклопедии писал, ну, и на остальные темы. И даже вот сестра вчера говорила, что, в принципе, даже у него к изданию еще книга готова была. Ну, это именно, может, кроссворды, головоломки, я не знаю точно как что. То есть, во-первых, есть очень важный момент. Мы когда я уже еще был Вадим Эдуардович тренером, я вот познакомился, я начинал только шашками заниматься, и Вадим Эдуардович как-то перешел именно очень важный момент для всех, во всех был, и как раз он оказался в том месте, в то время, то есть открылась специализация, шашечная специализация в институте в ГУФКе у нас, но уже там неоднократно там писалось, очень много известных у нас было там, заканчивая спортсменов ее. Получилось
Интересный очень момент. Кстати, он написал там вот, кто читал его иногда там интервью, то есть у него учились известные очень шахматисты, и Борис Гельфанд, и Илья Смирин, а получилось на шахматной специализации учился я. Там как-то была специализация через год, и шашистов брали на шахматную специализацию. Ну вот шашисты в основном это я был. То есть я учился вот как раз то, кстати, вспоминал я интервью Каца, вот это читал, и я тут же Кац Михаил Александрович занялся очень серьезно шахматами. Я вспомнил своего как преподавателя по специализации, он тоже в Америке, он тоже, кстати, у него жена очень сильная шахматистка. Я посмотрел его интервью, тоже там вот, кстати, по Ютубу. Ну, вот как-то вспомнил все. То есть вспомнили это и ФК, и как-то вот получилось вот это вот потом все вот как-то чувствовал я вот какие-то вот воспоминания, вот это с ФК. То есть очень хороший кандидат был Вадим Эдуардович. Почему очень хороший кандидат был? Во-первых, это достаточно хорошая квалификация. И очень, кстати, важный момент, я еще хочу сейчас еще несколько моментов, не один важный момент, ну, отметить там. У него было вот по стоклеткам тогда литература, те же голландские издания, очень много литературы было. И это очень важно было. Сейчас вот молодежи не понять, но раньше действительно с информацией очень было плохо, и информация, ну, я думаю, что информация, не знаю, это, наверное, даже не 50% было, это, наверное, даже больше было. Талантом, но, извините, там работоспособностью, но информации-то не было практически. И вот он, кстати, молодец, у него эти были и голландские вот эти сборники все, то есть и партии вот чемпионатов Советского Союза. Тот же Андрей вот Колмаков, я помню, мне сейчас вот приходит почему-то на ум Андрей Колмаков, то есть когда сюда переехал, то есть он очень сильно пользовался информацией, то, что было у Владимира Эдуардовича именно партиями. И я думаю, именно когда вот в Минске он именно очень сильно вырос в плане шашечного мастерства. Ну, понятно, тут и специализация сильная была. Собрал Вадим Эдуардович специализацию сильно. Ну, конечно, все обрадовались. Я говорю, что вот очень большая заслуга, конечно, в том, что он вел специализацию. Я как-то уже попал, он ушел уже в 91 году, он, по-моему, ушел, да, я как-то еще вот доучивался на шахматах, но мне, кстати, диплом у меня шашки получили, учился на шахматах, считается, ну, шахматы там практически не посещал, но диплом у меня шашечный был, но я еще застал Вадима Эдуардовича, и он мне еще, кстати, они мне очень сильно помогли поступить, еще Александр Андреевич Чеховской, вот Вадим Эдуардович, то есть практически меня туда поступили, я бы сказал. Сейчас модное название. Это, ну, где-то оно так и есть. В институт физкультуры, и вот за счет этого я, наверное, все-таки и стал тренером. То есть заслуга его тоже в этом большая, потому что он меня заранее все спрашивали, я помню, ну и вот они договаривались об этом. То есть я вот за счет этого поступил. Потому что был какой-то вот шахматистов брали на шашки, а шашистов брали на шахматы. То есть какая-то вот такая договоренность была. Ну и заранее, вот молодцы, конечно, они меня, то есть за это я очень благодарен. И ему, там, Александру Андреевичу Чеховскому, получается. Потом, кстати, когда вот была специализация, очень большое достижение было, то, что они первый раз, тогда вот эти были матчи практически СССР и Голландия, только съездили на очень хороший матч они тогда, но это без меня было, я еще не поступил, тогда в Схидам,
Очень хороший матч был, то есть мы сразу подняли, там и ректор наш ездил, я помню, ну, то есть как-то очень сильно, во-первых, поднялись в авторитете, мы в ФК, ну, то есть в институте физкультуры, и как-то к нам очень такое хорошее отношение, я помню, одно время очень хорошее отношение было. Потом я уже, и они сюда, когда голландцы приезжали, там тоже это отдельная, конечно, тема, но мы их тогда тоже выиграли здесь, но думали, что тоже туда поедем, ну, тоже достаточно хороший, кстати, прием был голландцев, вот этот клуб Скидам, то есть очень хорошо тогда организовано все было. И, конечно, то есть, ну, вот его тоже очень большая заслуга в этом матче. То есть там Александр Андреевич Чеховской тоже принимал участие, и вот очень большая заслуга, конечно, в организации этого матча. Далее, вот очень интересный, конечно, момент был у нас. Знаете, у меня самый, то есть турнир, я уже неоднократно здесь тогда еще давно видел, то есть возвращался к турниру в Березани в Киеве. То есть и я, в принципе, очень благодарен Вадиму Эдуардовичу, что мы туда поехали с ним. То есть тогда был 91 год, что-то у меня там не получилось с юниорским чемпионатом мира. И Вадим Эдуардович говорит, ну давай вот поедем, там организовал спонсорский такой турнир, достаточно хороший. Это, я вот не знаю, чуть-чуть на языке, я не знаю, наверное, может, местечко Березань, или город сейчас там, на Березань, это недалеко от Киева. Я помню, вот как мы хорошо ехали. Ну, интересно, там очень турнир был. То есть, вот я говорю, что турнир, честно говоря, самый запоминающийся с моей биографии. То есть, не чемпионаты мира, не турниры претендентов, не чемпионаты Европы. То есть, не что-то другое, а вот именно этот турнир. То есть, там столько интересного было. То есть, ну, просто очень много интересного. Кстати, если будет кому-то интересно, я уже многим рассказывал, что Вадим Эдуардович предсказал за неделю распад Советского Союза. То есть ему там какой-то определенный сон соснился. Я не буду говорить, какой сон сейчас соснился, но вот он встал утром, говорит, слушай, соснил сон, и вот, как сейчас помню, говорит, в 7 часов такого-то числа, я уже тут не буду статистику смотреть, это же тоже постоянно каждый год напоминают вот эти, именно когда распад Советского Союза, вот Горбачев выступит и скажет, что будет, что Советского Союза больше нет, но он единственное, что он сказал, я помню, в 7 часов вечера он скажет, а получилось программа «Время», по-моему, передали, это в 9 часов тогда программа «Время» было, это 91 год был. И вот такой вот турнир был. Кстати, ну, наверное, Бог нас хранил. Почему? Сейчас я объясню. Один был очень момент с моим участием, с участием Вадима Эдуардовича. То есть поехали мы тогда, я за клуба тогда играл, так, Мёрзден, Канзасе. И получилось, я тогда купил машину, ну там нюансов, куча нюансов было, и мы все-таки у Вадима Эдуардовича там знакомый тоже, он ехал тоже, по-моему, тоже либо редактор, либо издатель. Вот я вчера его, кстати, на похоронах думал увидеть, но я вот не знаю, кстати, он живой или нет тоже, ну дай бог, может, живой человек. Ну, человек, кстати, очень интересно, но вот я купил машину, и он купил машину, поехали мы в Голландию, и вот мы гнали, получается, машину, ну там ситуация, конечно, не очень хорошая была, мы сыграли матч, получается, хорошее достаточно место, помню, 3-е место мы заняли еще тогда. И сразу надо было все-таки ехать. Что-то там было, но сразу надо было ехать. Я, честно говоря, тоже как-то там не выспался перед этим. То есть у нас получилось, чтобы в другом помещении там чуть-чуть спали. Обычно я в доме Хайца Мёрса спал, то есть вот где Пим Мёрс, то есть Пим еще маленький такой был, достаточно.
То есть они куда-то уезжали, мы в другом доме жили, как-то я сильно не смог заснуть, ну, как-то очень плохая поездка была. И получилось, что у меня была лысая резина, я тоже не сообразил, честно говоря, не сообразил. В Голландии уже погода хорошая была, и вот когда эти конвои были в Польше, и я ехал, помню, что начался снег в Польше. Я ехал с Вадимом Эдуардовичем тогда, и нас первый раз, это вот за Варшавой, очень сильно перекрутило. 8 раз перекрутило машину, 8 раз на ледяной дороге. Я, честно говоря, то есть, ну, уже думал, что все будет. То есть, попрощался с жизнью там. Навстречу на нас ехала фура, но она как-то затормозила, как-то что-то я там все-таки спедалировал как-то, каким-то образом. И, конечно, шок был страшный. Ну, 8 раз перекрутиться, а получилось вот эти конвои, то есть конвой это и едешь, то есть независимости, ну, не интересует, грубо говоря, там шина, не шина, так бы остановился, естественно, а конвой надо было ехать, и вот шина это. Ну, и самое интересное, что это, конечно, был очень плохой эпизод там на дороге. И второй момент, буквально мы свернули там на проселочную дорогу, ну, ледяная дорога, и где-то через минут 15 я где-то в кювете оказался, очень сильно сел в кювет. Ну, кстати, самое интересное, что мы были, то есть не побились. Владимир Эдуардович вообще нормально, но у меня там руки чуть-чуть побились, но я потом ехал с машиной, конечно, там были вопросы. Я как-то доехал чуть домой, то есть до границы уже недалеко я там доехал, ну и потом как-то домой чуть доехал уже с Бреста, там тоже были, конечно, своих куча нюансов. Ну, в общем, вот могли бы мы, ну, именно вот первый раз, второй раз, только когда в кювет, ну, вот как раз-то в кювет вроде бы худший случай, машину побило, мы там чуть-чуть как-то там сели неудачно, но, в принципе, машина крепкая, Volvo тогда была, то есть по безопасности очень хорошая была. И мы как-то остались все-таки в нормальном состоянии. Я говорю, что я там чуть-чуть руки там поцарапал. То есть все было нормально, там добрался тогда. Очень, конечно, все так могло закончиться печально, но вот, видите, нас тоже там связывало вот такие вот события очень интересные, я бы сказал, не очень приятные, наверное. Но все-таки все-таки остались мы живы, ну и это хорошо. Так, ну вот, наверное, не знаю, потом как-то Вадим Эдуардович вот все-таки уже углубился, отошел он от шашек. Тогда вот как раз, когда мы возвращались, это 2002 год, он уже вот последнюю партию, да, сыграл, я помню, там тоже. Это было как-то получилось интересно достаточно получилось. Это мы играли с командой, помню, Харма Вилсмы. Он, кстати, неудачно сыграл. Ну, там такой момент был у Харсмы. Это уже сын большой, видите, он показывает результаты на чемпионатах мира, там, на детских, на юниорских, уже во взрослых играет очень хорошо. Ну, вот тогда у него еще Тайт, по-моему. Харсма была свадьба, и мы как-то... Нет, наверное, ну, может... Нет, кстати, вот не в этот... Не, мы были вместе, это тогда было, наверное, все-таки другой момент, но... Что-то там тоже, он тогда поиграл, помню, партию, но и как-то наши ребята тоже поиграли тогда партию. Это, наверное, все-таки чуть-чуть другой момент был. Вот я не помню, как он последнюю партию свою завершил. То есть, ну, именно вот эти... Ну, это мои приятные, то есть, воспоминания, поэтому все-таки он мне простит где-то... Мне очень... Ну, вот это вот интересно все, конечно, вспоминать. Все связано с ним. Ну, тогда вот мы поиграли, помню. Я как раз раньше уехал, я как-то поспал больше, они вот долго праздновали вот эту вот и вся команда свадьбу, то есть они там чуть-чуть остались, поэтому вот они поиграли. Да, это чуть-чуть раньше было там.
с Хармом, когда мы играли с командой Хармом Вилсмы. Он, вот, кстати, по литературе, да, вот почему литература у него была, то есть он долгое время там где-то жил с Хармом в доме Харма Вилсмы, получается. И вот литература, видно, где-то либо, ну, ксероксы, ну, скорее всего, ксероксы, где-то лишнее он, может, Харм Вилсма заказывал, то есть он тоже всегда вот меня спрашивал, вот когда я даже встречались где-то, ну, об Булате вот спрашивал, то есть Юра тоже, вот они, ну, Вадим Эдуардович рассказывал, как они там, ну, вот то есть общались даже, вот интересно, это у меня уже вот приятное воспоминание с Юрой тогда, вот с Юрой Вилсмой, то есть тоже, ну, интересно, он достаточно, ну, товарищ там такой, ну, вот, интересно, вот интересные, конечно, моменты были. Честно говоря, очень много что есть вспомнить о Владимире Эдуардовиче. Ну вот, я, кстати, вот, ой, я уже что-то там в партию. Вот, кстати, с Валерием Ивановичем Свизинским играл он играл черными. То есть вот партия, кстати, вот видите, как и раньше. Вот интересная игра, очень интересно играли они. Смело, интересно, видите, Валерий Иванович и Владимир Эдуардович. Вот такая вот партия. Кстати, она очень так интересно закончилась. Я сейчас вам покажу. Вот такая вот партия. Вот она для Валерия Ивановича там трагично закончилась. Ну вот, видите, попался он на комбинацию. Что-то он тут не увидел, видно. Вот поэтому такая вот партия. Вот что я хочу сказать, что Вадим Эдуардович все-таки, с одной стороны, он отошел вот от деятельности, да, такой вот прямой в соревнованиях, но он очень серьезно увлекался композицией. И позиции очень интересные были. Я как-то, ну, вот одно время, честно говоря, вот не следил за ним, но оказалось очень много. И там же вот и книги сейчас голландские, в Голландии вот продаются. Здесь я, кстати, вот у нас не видел, но продаются много книг в Голландии именно с его композициями. Ну, с позициями, ну, очень, очень, конечно, вот он плодовитый насчет этого был. И я вот постоянно тоже о некоторых вещах думаю. То есть все-таки наследие он большое очень оставил, понимаете, от книг, то есть что он раньше издавали, что он писал под редакцией его, то есть до того, что он и сейчас вот много очень композиций издавал. И я вот посмотрел, видите, я говорил, что я не очень там сильно некоторые моменты смотрел. Ну вот, допустим, постоянно в форуме композиторов, то есть он присутствовал в этих форумах, ну, что-то писал, и, ну, то есть, нет, их, по-моему, в Фейсбуке, то есть, ну, не отходил он от активной жизни, то есть и шашечной, то есть и был в курсе шашечных дел, то есть, в принципе, с одной стороны, как вот сестра сказала, две жизни, но с другой стороны, то есть вот эта первая жизнь, наверное, его никогда, первая любовь, можно сказать, шашки, наверное, она его никогда не покидала. Ну вот его позиции, видите, тоже такие великолепные. Хочу сказать, да, вот композиция, почему он все-таки очень творческий человек был. Ну, композиция, ну, это вот свое композиторы, ну, композиторы, это не только, наверное, композиторы, вот как вчера, опять же, цитирую его сестру, ну, не только в музыке, но и в шашках, понимаете, потому что тоже, то есть, фантастические вот произведения искусства, вот видите, вот вот эта его позиция, я там посмотрел на турной базы, то есть, все очень, видите, ну, такие позиции создавать, то есть, ну, своеобразное мышление нужно, своеобразное, и, конечно, это очень большой талант. Вот видите, какие позиции. Ну, вот, кстати, с Андреем Моисеем, то есть, играл.
Достаточно он хорошо, достаточно он, кстати, хорошо играл, квалификация у него очень хорошая была. И я думаю, если может даже где-то он, вот видите, 36-31, вот эти вот планы, что сейчас вот молодежь. Я, кстати, только уже потом в более глубоком каком-то возрасте играл. Ну, играл, он, видите, все эти планы знал, в принципе. То есть играл позиционно хорошо тоже, на хорошем уровне. Я помню, с ним еще играли вот и кубки Беларуси, и в русские шашки он играл, то есть достаточно хорошо. Идеи вот с его партии были, то есть, видите, ну, все правильно, все классически развивается, все захватывает, то есть, в принципе, достаточно хорошая, видите, партия, даже вот по современным меркам, допустим, ну, очень хорошая партия. Очень сильным, конечно, мастером был, но понятно, что он в определенный момент понял, что, то есть, уже в практической игре, наверное, он там не сильно что-то добьется, но вот он перешел то есть, на шикарные вот эти вот позиции, то есть составление шикарных позиций просто по композиции. Вот я сейчас увидел, да, то есть, ну, очень, очень, конечно, большой талант. Очень человек, то есть, я бы сказал, очень много сделающий, во-первых, сделавший для шашек, и в плане организации, как я вот некоторые моменты сказал, ну и в плане даже вот и в плане композиции, в творческом плане. Я говорю, что у меня даже где-то еще остались и в русские шашки его тетради. Ну, конечно, много человек сделал, мы ему благодарны, и я хочу сказать, что буду помнить, конечно, его всегда. И очень, конечно, ну вот, что уже сейчас делать, очень жалею, конечно, что не пообщался. Это, конечно, постоянно, наверное, будет, вот, когда кто-то уходит, постоянно, вот, я сейчас уже с высоты вот этих прожитых лет, уже все-таки за полтинник, понял, что все-таки, ну, общение очень, очень важно, но вот так вот, когда человек уходит, ну, конечно, потом очень сильно жалеешь. Ну, в общем, не знаю даже, что сказать, очень, очень жаль, конечно. И, ну, будем помнить, конечно. На этом я сегодня заканчиваю. Ну, получилось то, что получилось.